Приветствуем! Сегодня у нас, такое особенное погружение. Вспомним кое-что легендарное. Sony PlayStation. Вернее, как это было, познакомиться с ней в России в те самые бурные 90-е. Да, привет. И это ведь не просто про игры, правда? Совсем нет. Источники — это, по сути, личные заметки одного человека. Очень атмосферные, знаешь, полные ностальгии. Вот мы хотим разобраться, почему она была такой мечтой, почему так сложно было просто поиграть, и какими были те первые игровые клубы, да? Это ж целый срез эпохи, и дефицит, и вот эта новая молодежная культура зарождалась. Точно? И как технологии-то проникали, несмотря на все. Вот давай начнем разбор. Это интересно. Ведь PlayStation, когда вышла в Японии 94-й, Штаты 95-й. А у нас? У нас же тогда, Денди была, Сега, это было реально. А вот Сонька — это что-то, космическое оказалось. Автор вот пишет, она стоила, как мамина зарплата. Целая зарплата. Нереально просто. И вот где-то, значит, к 97-му пошли первые залы. Представляю, какой там был ажиотаж. И как взрослые ворчали, наверное. Именно. Пока там, на Западе, уже 3D осваивали вовсю, у нас это было почти подпольное развлечение. Для избранных. Или, самых упертых. Да уж. И сам путь к игре — это ж квест целый. Вот первый опыт, который описан. Какой-то подвальный зал, ага. Дорога 100 метров, и те со страхом. Местные хулиганы, гопники. Могли деньги на завтрак отобрать запросто. Угу. Знакомая картина для многих дворов тогда. А внутри что? Очереди дикие, там запись чуть ли не на годы вперед. Душно, тесно, куча народу за спиной стоит, советует. Да-да, советчики — это отдельная песня. И в итоге, как он пишет, поиграть там так и не получилось. Вот обидно было, наверное. И вот это, кстати, важный момент. Смотри, и дефицит, и вот эти социальные барьеры, те же гопники, они сам процесс доступа к игре превращали в приключение. Понимаешь? С риском, с ожиданием. И ценность от этого только росла. Тех минут у экрана. Конечно. Ценность возрастала многократно. И вот эта фраза у автора про голодных, но счастливых, это ж прямо оно, в точку. А вот вторая попытка была получше. Клуб в гараже. У какого-то дяди Васи. Утепленный гараж. О, цивилизация. Да. 5 телевизоров. Стены там в граффити Tekken 3 нарисован. Правда, звук сразу со всех игр валил, гул стоял, кнопки щелкают, школьники ругаются. А дядя Вася порядок наводил. Пытался, да. Пресекал ругань, атмосфера, своя. И вот эти гаражные клубы, они же становились такими неформальными центрами. Интересно, как самоорганизовывалось все. Дядя Вася, жена его там. Ага. А выбор игр, знаешь как, папка с наклейками от пиратских дисков. Выбираешь по картинке. Находчивость. Чистое изобретение эпохи. Никаких тебе цифровых меню. Автор там впервые сыграл в Tekken 3. Пишет, злился жутко на друга, тот его обыгрывал постоянно. Азарт. Потом еще Twisted Metal попробовали. Но время тю-тю, кончилось. И вечная история маме врать приходилось, что после школы задержался на доп. Занятиях. Конечно. Это же тоже черта времени, скрывать увлечение. Игры — это ж несерьезно даже как-то. Стыдно, что ли, в глазах взрослых. А потом, пишет, появился новый клуб. Большой такой, но бездушный. Вот его слово. Бездушный — это как? Серые стены, стулья неудобные, толпы вечно у экранов, админ, которому вообще все равно. И ругань постоянно. Уже другая атмосфера совсем. И главное, рядом постоянно какие-то типы постарше тусовались. С пивом, лезут поиграть, советы дают, зовут побазарить. Портят все. Да, вот тебе и контраст. Ушла та самая ламповость гаража, пришла массовость и наверняка проблемы с техникой. О да. Диски затертые, пиратские. Приставку приходилось то на бок ставить, то вверх ногами, чтобы прочиталось хоть что-то. Классика. Это точно классика той эпохи. Пиратство во все поля. И позор какой, если родители вдруг застукают в таком месте. Ты какого лешего тут делаешь? Крики, скандалы. Представляю. Но зато там выбор игр был больше. Гонки всякие типа драйвер. Файтинги, бродилки, фифа. Вокруг драйвера, он вспоминает, целые сообщества складывались, секретами прохождения делились. И вот это тоже важно отметить. Смотри, несмотря на все минусы и диски левые,
и окружение так себе. Эти клубы были точкой входа для тех ребят, кто, никак не мог позволить себе приставку «домой». То есть они формировали вкусы и знакомства по интересам. Именно так. Объединяли тех, кто был примерно в одной лодке, так сказать. Тех, кому мечта была доступна только вот так, урывками, в клубе. А потом? Что стало переломным моментом? А вот когда у друга автора, наконец, своя PlayStation дома появилась, вот тогда, пишет, началась настоящая жизнь. Ночные зарубы в Драйвер 2, холодильник опустошенный. И никакой почасовой оплаты. Свобода? Да. Ну а потом уже и ПК стали доступнее. И появились компьютерные клубы, интернет-кафе, PlayStation в подвале уже не могла конкурировать. Получается, что вот эти клубы со всеми их минусами, опасностями, странностями — это было что-то очень важное. Не просто же игралки. Безусловно, это было, без преувеличения, окно в новый мир для многих ребят из 90-х, мир 32-битных игр, мир технологий, который дома был недоступен. И это было третье место, ни дом, ни школа. Место, где можно было общаться с такими же увлеченными, делиться опытом, просто быть собой. То есть это такой культурный феномен получается? Именно. Социальные, культурные, эти клубы, пусть и стихийные, несли важную функцию. Помогали осваивать новые технологии в доинтернетную эру. Интересная мысль. И вот что любопытно сейчас подумать, да? Сегодня игры доступны везде. Телефон, комп, консоль, дома, огромное онлайн-сообщество. Но вот заменило ли это полностью ту потребность в физическом месте для совместной игры? Ту магию клуба, где все рядом, живые люди, эмоции здесь и сейчас? Или это что-то уникальное, что мы потеряли? Отличный вопрос. Есть над чем подумать. На этом, я думаю, наш сегодняшний разбор можно завершать. Да, было интересно вспомнить. До новых встреч!